Привет всем аимерам и коллекционерам девайсов. В этом видеоролике я расскажу вам о новом стеклянном коврике, сделанном в России, так сказать, аналоге скайпада, о его плюсах и минусах в сравнении с другими популярными стеклянными ковриками по типу скайпада версии 2 либо 3. Начнем сначала. Коврик сделан из тонкого среза стекла толщиной 4 мм, имеет две поверхности. Первая, рабочая сторона, гладкая матовая, напоминающая при прикосновении пальцами поверхность скайпада 3. А вторая, на которой расположены ножки, имеет грубую зернистую текстуру, выполненную пескоструйкой. Общий вес коврика по ощущениям чуть больше, чем у скайпада 3. Края у коврика скругленные. Сейчас на этом коврике стоят ножки на основе лизер-скинсов 0,5 мм из моей коллекции. На старте продаж будут уже стоять похожие ножки с маленькой толщиной до 0,5 мм. Такая толщина оптимально хорошо подходит для уменьшения разницы между высотой коврика и поверхностью стола. Размер можно заказать любой. В данном случае это размер 50 на 50 см. Я называю королевский. Хотя спустя 2 недели тестов пришел к мнению, что размер 45 по высоте и от 50 до 55 сантиметров по ширине был бы лучше оптимизирован для моего перформанса во имя. Есть такая возможность выбрать прозрачный, как у меня, либо с черной подложкой или даже со своим кастомным рисунком. А также при желании можно будет сделать с так называемой бронепленкой, которая добавит примерно 1 мм к толщине, но обезопасит от поломки ковра. В общем, это очень добротно и хорошо сделанный на внешний вид стеклянный коврик, без каких-либо претензий, все выглядит качественно. Сравнивать я буду его в основном со скайпадом 3, так как они схожи по параметрам и поверхности. Глайды использую тефлоновые и свои старые коллекции хиперглайдов в обоих мышках. Ножки у скайпада 3 хоть и тонкие, но не очень-то и цепкие на столе. Его достаточно легко можно двигать по столу, тогда как наш коврик получится сдвинуть только приподняв его над столом. У скайпада 3 нету ножки посередине ковра, что не особо заметно при использовании, но в режиме чила иногда чувствуется прогиб стекла в центре. При трении пальцем по поверхности ковров текстура очень похожа, но при использовании мыши ощущается иначе. Скайпад 3 в начале достаточно быстрый пад с низким динамическим трением и таким же низким статическим трением. Для любителей хардпадов был бы хорошим вариантом, только эти свойства достаточно быстро заканчиваются, буквально через час использования. А также при быстрых и широких размахах ощущаешь сильный соп при смене направления. А сейчас я покажу запись, где сравниваю звуки скольжения нашего стеклянного коврика и скайпада 2 и 3. Сейчас у нас наш стеклянный пад. Сейчас у нас скайпад 3. Сейчас у нас скайпад 2. Еще один сильный минус у скайпада 3 в том, что глайды собирает грязь. Скопление пота, пыли, стертого тефлона выглядит на гладе как темная грязюка и меняет ощущение от использования коврика. Лично меня это стало утомлять. Ведь недостаточно перед игровой сессией просто протереть коврик, а приходится в течение всего дня иметь под рукой тряпочку с раствором и по очереди стирать грязь. Вначале из глайдов, а потом протирать ковер. Кстати, у скайпада 2 нету проблем с залипанием, даже спустя время. Глайд ощущается более стабильным и быстрым. Но грязь также собирается на глайде. Но вот у нашего стеклянного коврика нету вышеперечисленных минусов вообще. За время моих тестов, а это примерно 2,5 недели, я ни разу не видел грязные глайды и не ощущал залипаний или каких-либо изменений в гладе. Только достаточно обычное явление для хардпадов, как пыль от тефлоновых ножек. А что по субъективной оценке характера скольжения, то это достаточно смутх, плавное перемещение с хорошим ощущением текстуры ковра, которая дает больший контроль, чем скайпад 3 в микрокоррекциях. Некоторые говорят, что напоминает скайпад 2, хотя я такого момента не ощутил, так как для меня скайпад 2 в общем быстрее, чем 3. На широких же движениях и при быстрых перемещениях мыши ощущается как скайпад 3, также быстро и плавно. Но большой плюс в том, что эти ощущения сохраняются даже со временем. Когда ковер у меня только приехал, я сразу положил все 3 ковра рядом с друг другом и попробовал на каждом покатать мышкой, чтобы понять, какой вариант мне больше понравится по скольжению. И наш стеклянный коврик
больше всего заинтересовал своим стабильным скольжением, с большим ощущением контроля и даже стоп-силой, что очень хорошо показало себя в играх. Я практически сразу смог привыкнуть к нашему хардпаду и достаточно комфортно провел время в игре. С Skypad 3 так не получалось. Скорее всего из-за отсутствия микроконтроля, и на мой взгляд это пад, к которому все-таки нужно сначала привыкнуть. Мне вообще не особо нравятся стеклянные пады. Обычно мой выбор это мягкий тканевый коврик и мышь со стеклянными глайдами или же керамик. Но даже учитывая это, использование нашего коврика по перформансу особо не ударило, и даже получилось апнуть более высокие скоры в старых мапах ковок. В Орехе вообще ощущается отлично и претензий не было. Если подытожить, на мой взгляд, этот коврик обладает всеми преимуществами Skypad версии 2 либо 3, но при этом не имеет их минусов и будет более юзер-френдли для любого игрока. Надеюсь, мой краткий обзор был вам интересен. Не все мог рассказать, либо показать на видео, но если у вас будут какие-либо вопросы, вы спокойно можете их задавать мне в личку в Дискорде, либо здесь в комментарии под видео. Спасибо и пока.